Привет, друзья! С вами снова канал MHR Studio. И мы продолжаем делать маску Дарта Вейдера. Даже не маску, а шлем. Так вот, начнем ее укреплять. Лицевую часть я уже доделал, практически укрепил, то есть. Уже все промазал, чуть-чуть прошпатлевал. О том, как шпатлевать, я покажу в следующем видео, в следующей, точнее, части. А на основе шлема покажу, как его укрепить. Но чтобы его укрепить, я использую эпоксидный клей универсальный. Вот так он выглядит. Это 280 грамм. Это отвердитель. Видите, он такой вязкий. Чтобы он хорошо пропитывал стеклоткань, его нужно разогреть. Пойдемте включать чайник. Используем небольшой пластиковый стаканчик. Ну как небольшой? Да побольше будет. Разбавим чуть-чуть холодной водой. И наливаем кипяточка. Теперь будем опускать сюда клей. Берем клей и опускаем его в воду. Пускай разогревается. Ну а пока он разогревается, мы будем нарезать небольшими кусками, а может быть даже и большими, под этот шлем стеклоткань. Продолжаем. Берем какие-нибудь большие ножницы. И примерно по шлему вырезаем какой-нибудь там длины и ширины ткань. Примерно вот на всякие разные такие вот фрагменты нарезаем. Это под эти вот моменты будут они прокладываться. А под здесь, под эту каску, под верхнюю часть, нарезать надо не вот такими кусками, потому что оно будет бугриться, а чуть-чуть потоньше. Примерно вот на такие части, на небольшие полосы. Где-то вот так пойдет. Это только с внутренней стороны. Итак, поехали! Достаем клей из горячей водички. Видите, как он болтается уже? Он же как по консистенции, как вода стала. Наливаем в какую-нибудь емкость, стаканчик, например. Нет, уже все подготовлено заранее. Смешиваем в пропорциях 1 к 10. Много не надо, а то станет слишком вязкий и будет не пропитывать потом стеклоткань. Я уже делал на глаз, уже глаз наметан. Хорошенько перемешиваем. Желательно тщательно перемешать, чтобы все-таки стеклоткань хорошо пропиталась и потом не бугрилась впоследствии. И не отставала от самой маски. Как вода. На сок похоже. Хотите выпить? И да. Работаем обязательно в перчатках, потому что может вызвать аллергическую реакцию. Все, куда-нибудь в сторону, вилку эту. Берем кисточку. Это уже у меня такая боевая кисточка. Ее уже скоро на выкид надо. Ну, можно уже докрасить хотя бы чуть-чуть. Ей все-таки можно еще поработать. О, как льется. И промазываем первый слой. Как промажем все, потом можно будет накладывать стеклоткань. Такую одну сторону промазываем. Берем фрагмент стеклоткани и накладываем его примерно вот сюда. Все положили. Приминаем его кисточкой. Потихонечку, так чтобы бугорков не было. Макаем.
И дальше пропитываем. Видите, вот белесая, это она еще не пропитана. Все, что уже пропитано, становится таким желтым цветом. И стеклоткань накладываем крест-накрест. Можно сначала положить в один слой, а потом делать нахлест такой, перекрестие другим слоем, вторым. Я собираюсь положить где-то 2-3 слоя. Там дальше посмотрю по крепкости, как она будет. Вот. Одну часть положили. Берем второй фрагмент. И также прикладываем. И повторяем ту же самую процедуру. И таким вот образом нужно с этой внутренней стороны проложить всю стеклоткань и дать сохнуть, поставить точнее, сохнуть на сутки. Через сутки можно будет брать. Она такая может быть даже чуть-чуть липкая, может быть даже и не будет липкая, потому что хорошенько затвердеет. Проложила стеклоткань, промазал все эпоксидной смолой. Все это все по кругу сделал. Это только первый слой. После того, как она отвердеет, посмотрю, стоит ли ложить ли второй слой или нет. Ну а в следующем видео я покажу, как правильно зашпатлевать. Вы ставьте палец вверх, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. Всем пока!